5 мифов об Азербайджане. Миф третий. Референдум Арцаха был незаконен. На сегодняшний день турецко-азербайджанская пропагандистская машина активно ведет информационную войну, направленную на оправдание агрессии в адрес армянского народа и Республики Армения, а также на дискредитацию всего армянского. Это касается как базовых прав человека армянского происхождения, так и принципов международного права, если его субъектами выступают Армения, Арцах и диаспора. Одним из главных событий арцахского освободительного движения стал референдум о независимости. Казалось бы, что может вызвать претензии турецко-азербайджанского тандема? Армяне всегда проживали в Арцахе и составляли большинство в этом регионе. И несмотря на политику дискриминации в отношении армян и политику увеличения азербайджанского населения в НКО властями АЗССР, армянское население реализовало свое право на самоопределение. Однако же железобетонное основание игнорируется Азербайджаном и Турцией, так же, как и право на существование армянского народа и армянской государственности. Сегодня турецко-азербайджанское лобби старается внушить мировому сообществу ложную мысль о том, что референдум о независимости Арцаха был незаконен. Делается это с целью оправдания военной агрессии и геноцидальной политики в отношении армянского народа. Итак, почему же референдум о независимости был легален? «3 апреля 1990 года Верховным Советом СССР издается Закон о порядке решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из СССР, который и становится основанием проведения референдума о независимости Арцаха. Обратимся к статье 3 данного закона. В Союзной Республике, имеющей в своем составе автономные республики, автономные области и автономные округа, референдум проводится отдельно по каждой автономии. За народами автономных республик и автономных образований сохраняется право на самостоятельное решение вопроса о пребывании в Союзе СССР или в выходящей союзной республике, а также на постановку вопроса о своем государственно-правовом статусе. В Союзной Республике, на территории которой имеются места компактного проживания национальных групп, составляющих большинство населения данной местности, при определении итогов референдума результаты голосования по этим местностям учитываются отдельно. Итак, в Арцахе, который с 1923 года находился в качестве автономной области в составе Азербайджанской ССР, референдум проводится отдельно, с сохранением права на самостоятельное решение о пребывании в составе СССР или в выходящей союзной республике, а также на постановку вопроса о своем государственно-правовом статусе. Население Арцаха реализовало свое право на самоопределение путем референдума и избрало свой путь – независимость. Согласно официальным данным, явка на референдуме составила 82%. Из всех голосов 99,98% за независимость Арцаха. Чем были обусловлены подобные итоги? Во-первых, исторической ошибкой. Уже в 1918 году в ходе территориального размежевания и создания 3 союзных республик – Азербайджанской, Армянской, Грузинской ССР – Азербайджан заявил претензии на ряд исторических областей Армении, в том числе на Арцах. Но 30 ноября 1920-го Ревком Советского Азербайджана провозгласил отказ от всех территориальных притязаний прежнего режима. 3 июня 1921 года принадлежность Арцаха Армении была подтверждена решением Пленума Кавказского бюро РКП при участии Наримана Нариманова. Однако азербайджанское руководство при поддержке Народного комиссара по делам национальностей Иосифа Сталина вновь поднимает вопрос принадлежности Карабаха в рамках обсуждений по определению внутренних границ республик Закавказья. 4 июля 1921 года состоялся пленум Кавбюро ЦК РКП, который вновь выносит постановление о включении Нагорного Карабаха в состав Советской Армении. Однако уже на следующий день, 5 июля 1921 года, Политбюро ЦК РКП в Закавказье ради упрочнения непродолжительного союза с турецким лидером Мустафой Кемалем и используя в качестве разменной монеты армянские земли, игнорирует волю населения и принимает обратное решение
включить Арцах в состав Азербайджана. Так, после фактического раздела Армении в 1921 году была образована Нагорно-Карабахская автономная область. За пределами автономии остался ряд армянонаселенных районов, составляющих неотъемлемую часть Арцаха. Более того, при определении западной границы НКО последовательно исключалась возможность непосредственного соприкосновения области с Арменией хотя бы на небольшом отрезке. Для Арцаха статус автономии в действительности означал колониальный режим. Во-вторых, дискриминация, нарушение прав человека, сокращение армянского населения в Арцахе и всей АЗССР стали второй основополагающей причиной проведения референдума. Согласно всесоюзной переписи населения СССР в 1926 году, в Дашкисанском районе АЗССР был 91% армянского населения, а в 1979 году процент армянского населения был равен 22. Сегодня армян там не осталось. В Арцахе имели место те же тенденции, однако менее плачевные. В 1926 году было 89% армянского населения, а в 1989 – 76%. Азербайджанские политические деятели никогда не скрывали своего желания уменьшить долю армянского населения в Арцахе. Об одном из методов рассказывал третий президент Азербайджана Гейдар Алиев. Когда я был первым секретарем, много помогал в то время развитию Нагорного Карабаха. В то же время старался изменить там демографию. Нагорный Карабах поднимал вопрос об открытии там института, вуза. У нас все возражали против этого. Я подумал, решил открыть. Но с тем условием, чтобы было 3 сектора – азербайджанский, русский и армянский. Открыли. Азербайджанцев из прилегающих районов мы направляли не в Баку, а туда. Открыли там большую обувную фабрику. В самом Степанакерте не было рабочей силы. Направляли туда азербайджанцев из окружающих область мест. Этими и другими мерами я старался, чтобы в Нагорном Карабахе было больше азербайджанцев, а число армян сократилось. Те, кто работал в то время в Нагорном Карабахе, знают об этом. Во всяком случае, благодаря моей воле и другим качествам, мое слово было законом для его руководства. Интервью газете «Зеркало». Политика сокращения армянского населения в итоге переросла в организацию массовых убийств, погромов армян в Сумгаите, Кировабаде и Баку, а также вооруженные нападения на армянские села. Благодаря нашим соседям. Ну просто это необъяснимо. Это ужас. Объяснить все это словами просто невозможно. Даже писатель за 20 лет не напишет все, что происходило в Сумгаите в течение 2-3 дней. Но я еще хочу вас попросить, чтобы вы не дали нам вернуться обратно в этот вот город. Я умоляю вас, не отсылайте нас обратно. Особо жестокие акты насилия имели место в селах Гиташен и Шаумян. Такие действия азербайджанской стороны не оставили арцахцам иного выбора, как бороться за свои права. Народ Арцаха никогда не отказывался от надежды воссоединиться с Арменией. Рождается МИАЦУМ. Национально-освободительное движение, основанное на идее о воссоединении Арцаха и Армении. Арцахцы искали различные пути решения, проводили многочисленные митинги и мирные акции, обращались в высшие инстанции. В итоге, руководствуясь законодательством СССР, а также одним из основных принципов международного права – право на самоопределение, провозглашенного в Уставе ООН, автономная область принимает решение выйти из состава АЗССР. Турецко-азербайджанские пропагандисты путем манипуляций в вопросах территориальной целостности Азербайджана также нередко пытаются дискредитировать референдум и право населения Арцаха на самоопределение. Только необходимо напомнить о том, что в результате проведения законного референдума, согласно общесоюзному закону от 3 апреля 1990 года, АЗССР, еще находясь в составе СССР, полностью утратила власть над Арцахом. Соответственно, никакой речи о территориальной целостности Азербайджана в вопросах Арцаха и самоопределении армян Арцаха быть не может. Более того, стоит подчеркнуть, что принцип территориальной целостности, определенный в статье 2 Устава ООН, уступает по значимости статьям 51 и 73. В них первоочередное внимание уделяется праву на самооборону и интересам жителей этой территории. Таким образом, и референдум, и последующая независимость Арцаха, и в целом арцахское освободительное движение
имеет легитимные и легальные основания, которые зафиксированы и в международном праве, и в законодательстве СССР. Народ Арцаха абсолютно законно ступил на путь независимости и свободы. Как тогда, так и сейчас, в нынешних реалиях, на фоне продолжающейся геноцидальной политики Азербайджана, этот путь остается единственно возможным и приемлемым. Задача армянства – добиться международного признания и сохранить независимость Арцаха.